ты знаешь о своих слабостях. Ты знаешь о том, что у тебя взрывной характер. То есть у него раздражительность была, знаешь, такая вот его пальцем вот так вот тронь, и он сразу тебя убьет. Если говорить о терпении в потенциале, да, вот в наших ситуациях жизненных, когда мы сталкиваемся, нам такие маленькие урочки дают, факультативы зачастую, по сравнению с тем, что уже было показано Христом нам. Как нам перейти от поведения плоского человека к поведению нашего терпеливого, совершенного примера Иисуса Христа. Смотрите в следующей серии. Всем привет! Добро пожаловать на наш подкаст «Святые последних дней». Меня зовут Дмитрий Никифоров, это моя супруга Ирина. Здравствуйте, привет. Сегодня мы продолжаем нашу тему «Как мы можем быть похожими на Иисуса Христа». Мы уже очень много тем разных покрыли. Иисус Христос в себе соединил все самые лучшие качества, которые только могут быть, показав нам идеальный пример. И мы можем стараться развивать эти качества, которые присущи Христу. И никто не говорил, что это будет просто, да, но Христос сказал, что это стоит того. Наверное. Он сказал, а может, кто-то другой сказал. Да, все так и есть. Сегодня мы бы хотели с вами поговорить о терпении. Та-да-да-да. Та-да-да-да. Где-то я слышал, что терпение — это качество богов. Да, безусловно. Терпение — это, наверное, то качество, в мыслях о котором, когда вот мы проводим наш подкаст, мне казалось, не знаю, готова ли я говорить о терпении, потому что это такое качество, которое требует очень много с моей стороны усилий, скажем так, в поддержании. Наверное, у каждого человека. Но проколы в этом качестве, они настолько очевидны окружающим. Если другие можно как-то скрыть, то это тут никак не скроешь. Наверное, особенно близким. Достаточно наступить на ногу человека и понять, есть у него терпение или нет. Да, к сожалению. И здорово, что мы можем сегодня об этом общаться, вспоминать о Христа в этом именно ключе, о Христе. И я хочу начать. Мне не терпится начать. Давай начнем. Что же такое терпение? Давай начнем с определения. Терпение — это способность переносить помехи, скорбь, противостояние или страдания без гнева, разочарования или тревоги. Готовясь к нашему общению, мы перечитывали некоторые примеры из священных писаний о терпении, да? Хотелось бы начать с них. И один из примеров — это Иов. В Ветхом Завете, да, мы знаем историю о человеке, который обладал очень многим богатством и положением в обществе, и у него была большая семья, и он при этом был верующим человеком и очень любил Бога. И предшествует истории, насколько я помню, диалог такой добра со злом, насколько действительно Иов верит в Бога. Может быть, он просто верит, пока у него все хорошо. И было предложено испытать Иова, забрав у него все то, что есть. И когда Иов остался без друзей, без денег, да, его дом сгорел, все его имение, он разорился, и его дети умерли все. И жена, и при этом еще он заболел, у него была проказа. Но удивительно было в этой истории именно то, что Иов, он как раз-таки, почему и приводится примером терпения, он не озлобился на Бога. Он сказал: «Бог дал, Бог взял». Да, это известная такая, да, фраза. Да, и эта фраза, то есть когда мы думаем о том, как же нам быть терпеливыми, очень важно иметь перед собой образцы терпения. Как люди, оказавшись в ситуации, где большинство из нас бы спросило, как Бог мог со мной так поступить, да, то есть ощутил бы такое предательство небес, да, и всего, что есть, когда он лишился бы счастья, радости, всего, что у него было в жизни, которое было трудом получено. И сказать не эту фразу, как Бог мог так со мной поступить, а сказать: Бог дал, Бог взял. Видя такие примеры, все же, может быть, у нас будет
какой-то шанс поступить так же, как Иов, когда в нашей Ну и, жизни такое кстати, происходит. там Иов тоже сказал, что неужели я буду принимать от Бога только хорошее? Что немного странно, потому что от Бога только хорошее исходит. Но мне кажется, что очень важно понимать, как работает этот мир, и что на самом деле бывают такие моменты, когда не посылает Бог тебе всякие невзгоды, они просто естественным образом становятся частью твоей жизни, и как разные там всякие катаклизмы, с которыми, ну, вряд ли Бог пошлет на тебя там, землетрясение или там наводнение. Хотя бывали такие истории, да, в Священном Писании, когда Бог посылал это на неправедных людей. Но, в принципе, все идет своим чередом, природа живет своей жизнью, и с нами происходят разного рода трудности, всякие испытания, и они происходят сами собой, и мы становимся как бы невинными, иногда, может быть, и иногда виновными участниками этих событий. И можно подумать, что как бы Бог на тебя послал. На самом деле нет. То есть это просто происходит само собой. Вот законы Вселенной, они работают, да, то есть они как бы работают, и Бог не вмешивается в многие эти процессы. Он может вмешаться, но часто не вмешивается. И когда что-то такое происходит, мы можем сказать, ну вот Бог виноват, Он за мной не смотрит, Он меня не любит, и поэтому вот он посылает такого рода испытания мне. Ну и да, и нет. Да. То есть есть три вещи, которые стоит понимать здесь. Первое — это наше, когда мы нарушаем заповеди, и приходит нам наказание естественным образом. Но это тоже ответ на закон, который Бог создал. Да? Он дал заповеди нам, сказал: соблюдайте, будете счастливы. Не будете соблюдать, не будете счастливы. То есть есть проблемы и трудности, с которыми мы сталкиваемся из-за наших грехов. Второе — то, что я уже сказал, из-за того, что закон природы так устроен. А третий — свобода выбора других людей. И бывает так, что люди, используя свою свободу выбора, нарушают наше пространство личное. Да. И иногда обижают. Да, и тогда мы сталкиваемся вот с такого рода разными трудностями, испытаниями. И если как бы все в одну кучу валить, говорить, что Бог, Он берет и посылает нам все вот это, то, мне кажется, тут не совсем это верно. Бог дал людям свободу выбора, да, Он установил порядки и законы, и Он дал нам заповеди. И все идет как бы своим чередом, и Он очень часто не вмешивается. Вот в каких моментах Он может вмешиваться? Вот это, мне кажется, интересно. И как мы можем развивать терпение в этих трех случаях, мне кажется, можно об этом поговорить. Да. Интересно. Повтори-ка еще раз 3 направления, в которых мы можем развивать терпение тогда, когда я запомнила последний. Что... Ну, первый — это когда мы нарушаем заповеди или соблюдаем заповеди. Второй — когда происходят какие-то катаклизмы, ну или природные такие явления, на которые у нас нет особого влияния, такого рода. И ну, все, что связано с законом природы. Да. Да, и здоровье, например, тоже сюда входит. То есть ты можешь каким-то образом свое здоровье пытаться влиять на него, улучшать его, да, заниматься спортом, правильно питаться. Но в конце концов ты все равно состаришься и умрешь. Все равно у тебя будут болезни, как бы ты ни старался. Да? То есть это естественным образом идет этот процесс, который Бог запустил, и он работает. Вот и третий — это когда люди нарушают нашу свободу, вернее, наше личное пространство своей свободой воли. И мне кажется, вот эти все три, они очень хороший пример того, как Бог естественным образом дал нам возможность развивать терпение во всех вот этих трех сферах. Да. Согласна, видится возможным, да, если я, например, обращу внимание больше на первый пункт, когда мы, например, соблюдаем какую-то заповедь, и в Священных Писаниях нам сказано, что благословения в нашей жизни, они определяются по мере того,
как мы соблюдаем ту или иную заповедь. Мгм. Иногда у людей возникает множество вопросов, да. Например, если взять закон десятины, да, в Библии написано: если вы платите десятину мне, то на вас изольются благословения большие, да. И многие люди иногда, платя десятину, довольно долгое время говорят: ну где же этот поток благословений? Но мы иногда можем не знать, от чего мы были уберегаемы Богом, да, какие статьи расходов от нас были забраны, да. И иногда мы не видим всей картины, это раз. Да. А два, иногда нам кажется, что мы Господу хотим свой план предложить, свое расписание, и чтобы вот сейчас мне актуально что-то конкретно, а не через год или 5 лет или 10 лет. И нам кажется, что мы знаем лучше Бога, да, что нам нужно. И в этом случае, конечно, мы должны вернуться к основам, к базе того, что кто такой Бог и какова вообще наша вера. Как с ним, да, взаимодействовать. Вот ты сказала про вот этот стих, я бы хотел его, кстати, зачитать. Учение Завета, 130 раздел, 20 стих. «Есть закон, непреложно установленный на небесах, до основания этого мира, коим законом определяются все благословения». И когда мы получаем какое-либо благословение от Бога, то это достигается через повиновение тому закону, которым оно определяется. И вот это на самом деле очень важный принцип, который непосредственно связан с терпением, потому что вот я помню историю пророка, президента Нельсона. Он был хирургом, и он был одним из первопроходцев операции на открытом сердце. То есть его задача была разработать такой аппарат жизнеобеспечения, который, пока они будут оперировать сердце, будет гонять кровь, да, и будет выполнять функцию сердца. Мгм. То есть до него не было такого открытия сделано. И он прочитал этот стих, эти 2 стиха, и причем стоит отметить, что во время, когда это все происходило, у врачей во всем мире было такое представление, что сердце нельзя трогать, что оно там чуть ли не проклято, что нельзя к нему прикасаться, что как только ты прикоснешься к сердцу, то все будет очень плохо. То есть, представляешь, сейчас мы понимаем, да, что да ничего такого, это просто мышца, да, которая гоняет кровь. А тогда они думали, что к сердцу нельзя прикасаться. То есть ты прикоснешься, и все, и конец человеку. Но он читая эти стихи, он понял, что есть закон, по которому определяется все благословения. И в данном случае он сказал: благословение для меня то, чтобы человек не умер, когда я буду оперировать его. И это вот как благословение. Какой закон тут существует? И вот он начал размышлять, и молиться, и думать, и изучать. И потихонечку он пришел к тому закону, который помог ему создать аппарат, да, который жизнеобеспечение, пока он начинал проводить операцию на сердце. То есть представляешь, какое терпение должно было быть у него, чтобы не сдаваться? Потому что терпение, оно непосредственно связано с верой, как ты говорила, да? Оно смотрит в будущее с надеждой, с верой на то, что все будет служить, или как все развернется таким образом для нашего блага, и мы сможем найти ответы на многие вопросы. То есть противоположность терпению, мне кажется, это гордыня, которая хочет все и сейчас. Да, вот как ты говорила, что мы естественным образом хотим сразу все благословения получить, и хотим, чтобы Бог сразу отвечал на наши молитвы. Если Он не отвечает, значит, Его нету. И это как бы говорит о том, что нет. Терпения у нас не особо много есть, его нету, и нам нужно его развивать. Да. Есть такая фраза, я ее не воспроизведу, прочитаю. «Умение ждать и быть терпеливым выявляет ключевую черту характера, сулящий успех в дальнейшей жизни». Тут, получается, ты привел в пример человека, известного нам как пророка, и при этом в мире таком мирском он очень человек известный, да. очень известный как хирург, я бы сказала, даже на мировом уровне известный. Да. И
безусловно, множество историй из его жизни мне тоже сейчас вспомнились, которые подтверждают факт того, что у этого человека было терпение на разных этапах его жизни, в начале его деятельности, в процессе. И это качество, оно нам необходимо во всех сферах жизни, не только в профессиональной деятельности или в духовной жизни, да, когда мы чего-то желаем, но в то же самое время и во взаимоотношениях. Безусловно, в первую очередь. В первую очередь, да, потому что мы очень часто здесь бываем слабы, да? Да. И мы уже упоминали качество милосердия, которое очень тесно связано с терпением. Да, вот. Мне кажется, они все завязаны друг на друга. Да, это, получается, мы проговорили с тобой первый пункт, да, про касаемый заповедей, а второй, он связан с вещами, которые мы не можем контролировать, по сути, да, то, что вот мне очень понравилось, как у Стивена Кови, у него, он нарисовал такой круг, и написал «круг забот». Угу. И он сказал, что очень часто наш круг забот, как бы он такой большой, и еще другой круг он нарисовал, круг возможностей. Угу. И он сказал, что если мы находимся все время в круге забот, то тогда нам очень трудно контролировать свою жизнь, потому что особенно если мы не можем их контролировать. То есть есть вещи, на которых у нас нет влияния. Да, на то, загорится сейчас на дороге красный свет, когда мы торопимся куда-то. Будет нам хамить продавец сейчас в магазине или нет. Будет сейчас идти дождь, а я забыл зонтик или нет. То есть, такие вещи у нас влияния нету. И если мы постоянно находимся в круге вот этих вот забот, которые нас постоянно раздирают в разные стороны, то тогда нам будет очень сложно в жизни найти баланс, найти счастье, потому что мы все время находимся под таким прессингом, на который у нас нет влияния. И вот он сказал, что да, круг забот, он такой большой, а круг влияния, он маленький. И он говорит, нужно сфокусироваться на круге влияния. Угу. То есть сфокусироваться на том, что мы можем контролировать. Вот загорится красный свет или нет, я не могу контролировать. Но я могу контролировать свое настроение с этим связанным, да. Во-первых, я замечал, когда я веду машину, когда мы жили в большом городе, что спокойная классическая музыка меня успокаивает. И я знал, что на дороге будут стрессовые ситуации, и я не смогу порой себя сдерживать. И мне придется как бы раздражаться. То есть, но я знал, что если я включу классическую музыку, у меня будет более спокойное настроение. Я смогу дышать, да, и слушая эту классическую музыку, расслабляться и более спокойно реагировать на что бы ни происходило на дороге. И это я могу контролировать, да, я сфокусировался на том, что я могу контролировать. И это на самом деле очень сильно помогает тебе вот находиться в таком равновесии душевном. И что бы ни было в нашей жизни, если мы фокусируемся на том, что мы можем контролировать, всегда это у нас больше будет вероятности успеха. Да. Сейчас помоги мне вспомнить тоже касаемо этой мысли, что в мире есть два типа наших каких задач, ситуаций, с которыми мы можем что-то поделать, да, и обстоятельства, которые от нас не зависят, вот как раз-таки относящиеся к этой ситуации. Это вот как бы, наверное, к теории этого круга влияния подходит. И нам не стоит сильно заморачиваться по ситуациям, с которыми мы ничего не можем поделать, и сосредоточиться на ситуациях, с которыми вот реально мы что-то можем изменить. Смотри, из этих ситуаций мы не уйдем с тобой, да, то есть, допустим, у тебя учеба, у тебя трудности на учебе, ты не сможешь уйти от этой ситуации, да, то есть
у тебя плохой преподаватель, как тебе кажется, да, то есть он очень требовательный, он придирается к тебе и ко всем остальным, и ты уже пытался сдать экзамен много раз, и не получается. У меня было в университете такое, был такой преподаватель, который я пытался сдать несколько раз экзамен, мне не получалось. Реально очень сложно было. И я не один такой был. Там сидели огромное количество студентов, и он всех хвалил. И, то есть, вот ситуация. Я могу сказать, что она от меня не зависит, и я хочу от нее уйти, убежать. Да? Но на самом деле я мог сфокусироваться на том, что я могу изменить. Угу. На моем отношении мог сфокусироваться. На том, как я могу изучать этот предмет, как я могу поговорить с теми, допустим, ребятами, которые все же сдали, потому что все же такие и были ребята, которые сдали. Можно было с ними поговорить. То есть я мог сфокусироваться не на том, какой он плохой, и пытаться вот это разогнать, да? Да. Я не могу повлиять на это никак. Я не могу его изменить. Его подход изменить не могу. Но то, что я могу сделать, я могу изменить свой подход к тому, как я подготавливаюсь, как... То есть понимаешь, да, суть в чем? Есть вещи, на которые мы повлиять не можем, но на наше настроение, на наш подход, на вот все, что связано с нами, мы можем повлиять. Да. Я во все это рассуждение хотела бы привести еще пример. Такой довольно-таки тяжелый момент, когда Христос был в Гефсиманском саду и готовился к тому, что с ним должно было случиться. Он тоже проявлял качества, как раз-таки, о котором мы говорим, да? Когда он молился, он просил Бога, чтобы тот пронес мимо чашу сию. То есть, предвидя, что его ждет, он просил у Бога, чтобы миновала чаша его. Но добавлял он после, что «но не моя воля, но твоя да будет». Да. И дальше, да, вот ситуация с экзаменом, мне вот вдруг тоже вспомнилось, что он не мог контролировать то, что люди другие, да, фарисеи, вот все те, кто решили его распять, но он очень хорошо мог контролировать то, что он думал, говорил и делал. И в момент, когда уже все вершилось, когда он был на кресте, когда он был распинаем, когда он уже вот-вот почти умер, он не только был истязаем и убиваем, он терпел унижение, да, и плевали в него, и вот этот венок терновый, и множество всего. Он был в состоянии таком, что смог сказать: «Прости им, ибо не знают, чего творят». Да. И это просто высшая степень терпения. Тут, понимаешь, если говорить о терпении в потенциале, да, вот в наших ситуациях жизненных, когда мы сталкиваемся, нам такие маленькие урочки дают, факультативы зачастую, по сравнению с тем, что уже было показано Христом нам. И опять же, один из способов учиться терпению — это как раз-таки вот что ты сделал в ситуации с экзаменом. Ты нашел людей, которые уже преодолели эту ситуацию, и ты у них мог такой энергией заручиться, знаниями определенными, как преодолеть тебе вот это вот непреодолимое перед тобой. Я так понимаю, про сопромат речь шла? Строймех. Строймех. Ну, это одни из сложнейших экзаменов дисциплин. Но в рамках учебы, согласись, это для будущего специалиста очень хороший опыт. И, возможно, вредность того преподавателя, была так это специально спланирована в какой-то степени, потому что в рабочей жизни, иногда тоже такие ситуации у людей бывают. Что часто мы сталкиваемся со стеной непонимания, со стеной каких-то обстоятельств, которые... человек заболел раком. Да. То есть есть примеры того, что люди вели здоровый образ жизни, они питались правильно, занимались спортом, и рак все равно пришел, да, и есть такие болезни, которые просто сами приходят, и ты никакого, просто у тебя влияния на это нет. Но, соответственно, подход людей к этому совершенно разный. Да? То есть один человек принимает это и решает не сдаваться. Он решает бороться до конца.
И у кого-то получается, кто-то выздоравливает, а у кого-то не получается, и кто-то умирает. То есть, вот, пожалуйста, пример того, что на нас может что-то упасть, кирпич на голову. И смех смехом, но я знаю, у меня есть знакомая, который отвалился кусок от балкона и по голове ударил. То есть она лежала в больнице очень долго. И то есть вот чуть-чуть бы в сторону, она бы умерла, скорее всего, потому что там очень тяжелый был кусок. Но она выбрала другой подход. То есть она могла очень сильно обидеться на Бога, что вот он ее не предупредил. Как так вот она верующий человек? Почему Бог не сказал ей, ангелов не послал, чтобы он отдернул ее в сторону? То есть можно было так рассуждать, да, что Бог, он на самом деле меня не любит, поэтому он не послал своих ангелов, чтобы меня защитили. А можно принять то, что с тобой произошло, и помочь искуплению Иисуса Христа исцелить тебя, исцелить твои раны физические, духовные. И, возможно, шрамы останутся на всю жизнь, но искупление Иисуса Христа, оно покрывает все. Как физическое, так и духовное, эмоциональное. Оно покрывает все раны. И когда ты пытаешься один нести это все, то это очень сложно. Но когда ты даешь ношу вот этого Иисусу Христу, тогда... Хотя вот Христос говорит: возьмите иго мое на себя. И ты такой думаешь: погоди-ка, вроде как я должен отдать все ему. А почему он говорит: возьми иго мое на себя? Просто тот человек, который читает и не понимает стихи, не знает, что такое иго. Когда запрягает лошадь, слабую с сильной лошадью, тогда у них вот такое иго между ними. Оно кладется на плечи одной лошади и другой. И сильная распределяется вес между вот этой сильной и слабой лошадью. И этой слабой лошади намного легче идти, потому что с ней рядом сильная находится. Так вот Христос, он говорит: возьми мое иго на себя. То есть присоединись в упряжку со мной, и пойдем вместе понесем вот это бремя, которое на тебе наложено. Ты можешь сам попробовать. Удачи. Но лучше давай вместе. Вот он предлагает. Очень хорошее сравнение. Согласна. Хорошо. А что третье было, напоминай? Так, третье — это другие люди. Да, Когда, в принципе, вот с преподавателем, наверное, это было похоже, да, наверное, это было как раз про человека и выбор других людей. А второе было про катаклизмы. В принципе, катаклизмы и болезни. Вот мы немного поговорили. Мне кажется, у нас смешалось с тобой обсуждение. Да. Второе и третье смешалось. Второе и третье смешалось, потому что выбор других людей. Знаешь, есть такая фраза: ваша свобода заканчивается там, где начинается свобода другого человека. И это, конечно, очень хороший и важный принцип, о котором важно помнить. Но в то же самое время иногда бывает, на нас находит печаль, обескураживание, или мы терпим поражение. И люди, если рядом вдруг от нас зависят, это непосредственно касается их жизни. Они, возможно, видели в нас пример подражания или что-то, кого-то, на кого они опирались, и тут вдруг им все самим. И это непосредственно касается их жизни. Им нужно проявить терпение, им нужно что-то поменять в своей жизни. Вот это если говорить просто о том, что вот человек как бы сдал. А если человек агрессивно настроен, если он нападает, да, как разными способами, как-то ущемляет, подавляет, и во всем этом ты находишься, то тут тоже как раз-таки те примеры, которые мы уже упоминали, могут быть приведены, но тоже терпение, которое может привести в итоге к тому, что все изменится. Есть один такой пример, связанный с алкоголизмом. Не знаю, насколько уместно сейчас его привести, но этот враг, скажем так, был вхож в мою семью, и меня эта тема, пока я, по мере того, как я взрослела и росла, очень интересовала, как другие люди, хорошие опыты преодоления этой проблемы. И однажды я услышала такую историю про пару,
женщину с мужчиной, которые жили в глубинке, да, в небольшом городке, в доме своем, таком расхлябанном, разваливающемся. И женщина поддерживала своего мужа, а муж был в состоянии болезни, алкоголизм. Вот это что-то его очень сильно, как бы он был под гнетом каких-то нереализации себя, разных обстоятельств. И он пил. Он пил сильно. И окружение, оно имело влияние на женщину. Знаешь, как бы мало того, что дома, да, у тебя человек, который приводит собутыльников, многие вещи, связанные с алкоголизмом, они там, не знаю, дома неприятный запах. Это всем известно, я думаю. Да. И вот это, возможно, его какое-то поведение, когда он не в себе, да, алкоголь. И вот рядом с тобой такой человек, а эта женщина, она знала его разным. Она знала, что он может быть другим. И вот тут, если включать нашу тему, да, про терпение, ей общество говорило, тебе надо его оставить, он конченый, он уже алкаш, уходи от него, как бы береги себя, спасайся, беги. Вот. Но в этой женщине, видимо, было вот это качество терпения и любви, потому что мы не случайно в жизни каждого друг друга находимся. И она искала разные способы, как ему помочь. И множество не работало. Но однажды она вот что сделала. Был его день рождения, и она думала о том, что, в принципе, его увлекало когда-либо по жизни, а его увлекала техника. То есть он очень, на самом деле, такой был умелый. Любил ремонтировать вещи. Любил ремонтировать вещи, да. И у них не было много денег, но она собрала, заняла, и на день рождения решила ему сделать определенный сюрприз. И купила ему старый разваливающийся москвич. Вот, ей помогла. Это реальная история? Это реальная история. Это реальная история. Вот, я не знаю лично этого человека, но я слышала от человека, которому можно доверять, как ее приводили в пример. Вот, о том, что не надо сдаваться, о том, что иногда нужно проявить терпение. Да, москвич, извини, перейду москвич. Вот. И вот день рождения, и план был такой. Там определенная степень была запоя. План был такой: день рождения, собраться с друзьями, напиться. И вот утром, когда еще чуть-чуть, да, разум был чуть яснее, чем в другое время, жена решила его поздравить. Да? И учитывая, что, какую жертву она принесла, да? Она говорит, прежде чем ты куда-то уйдешь, у меня, говорит, для тебя подарок. И вручает ему ключи. Говорит, смотри под окно. Вот. И он такой смотрит, говорит, ты чё? Обалдела, что ли? То есть представь ситуацию в семье, где мало средств. Вдруг появляется что-то, он выходит такой, обошел со всех сторон, за голову вот так схватился, говорит, ты чё, женщина? Ты ж... Откуда это? Ты посмотри, здесь это. Она говорит, вот видишь, а машина, говорит, нам нужна. А вот, ты понимаешь, нам нужно будет как-то... А что, здесь можно что-то сделать? Как-то можно это починить? И, короче говоря, он, может быть, от того, что он понимал, что рядом все же находится человек, который его любит, который как бы верит, и он решает отменить свои планы насчет того, чтобы идти выпивать с друзьями. И это событие становится поворотным моментом в его жизни и моментом, когда он решает больше не пить. Вот. Так что вот такая история, она меня очень трогает сердце, потому что в этом во всем терпение этой женщины, которая, я не знаю, на что она опиралась, верится, что она была верующим человеком. Потому что в ней явно была сила. Она точно была мудрая женщина. Она точно была мудрая женщина. В ней явно была сила, которая, какая-то такая неземная, и идея, которая к ней пришла, которая ключик определенный к сердцу конкретного человека подобрала. Это, мне кажется, хороший пример того, что вот есть закон, непреложно установленный на небе, по которому определяются все благословения. Она хотела мужа непьющего. И есть закон, по которому человек может избавиться от любой зависимости. От любой зависимости. И одно из самых, наверное, больших и работающих вещей или качеств, которые есть у людей, это любовь. Любовь, которая изобретательная. Мне кажется, что вот здесь очень хороший пример того, как любовь может быть изобретательной, как она может исцелять. Потому что любовь, она не пассивная. А любовь — это глагол, да. И как ты можешь любить человека, который вот до такого состояния себя доводит? Ты можешь любить его изобретательно. Вот как эта женщина, да. То есть она знала,
своего мужа очень хорошо, и она знала, что вот такое детище, которое требует его внимания и заботы, оно может перенаправить его усилия, его внимание в другое русло. Потому что, и знаешь, что интересно, что такие люди, не читая умных книг, не зная, как работает там, психология человеческая и как избавляться от зависимости, она связывает себя с небесами, и Бог, Он показывает путь преодоления вот этих трудностей. То есть она не знала наверняка, что самый лучший способ избавления от зависимости — это найти что-то другое, что ты можешь переключить свое внимание. Да, то есть просто так не избавиться от зависимости. Нужно заменить его хорошей привычкой какой-то. Да, а москвич занял бы его на очень долгое время, и он бы мог переключиться на что-то Ну и более... водить его нужно в нетрезвом виде. Да. И В трезвом, наоборот. Да-да-да, в трезвом виде, в нетрезвом. Водить его нужно в трезвом виде. Да, и получается, что это, конечно... Ну, надо понимать, что эта женщина, она не сразу пришла к этому. То есть, понятно. вот Ты же говоришь, она все перепробовала. она многое, да, она очень-очень многое перепробовала, и все согласились с тем, что ничего не сработает. Да. Вот. Но когда мы не сдаемся, когда мы проявляем вот это терпение, и мне вот очень нравится, учитывая, что мы уже раскрыли тему, связанную с теми 3 пунктами, которые ты обозначил. Есть стихи в книге Мормона, где раскрывается разные качества, перечисляются их порядка 13, которые делают нас в общем и целом поистине добродетельными людьми. Угу. И там 4 из этих качеств так или иначе касаются терпения. Да? Угу. Давай почитаем. Так, если ты хочешь помочь мне открыть этот стих, это Мароний, 7 глава, с 44 по 45 стихи. Может быть, я не знаю, стоит ли нам перечитывать все стихи, потому что есть необходимость на 4 качествах из этих стихов. Обратите внимание. Я могу их сразу. 44-45. Ага, давай. Здесь вообще начинает говорить о милосердии, но оно, как мы говорили, тесно связано с терпением, потому что, по сути, мы милосердно можем прощать людям какие-то их несовершенства. Ведь мы нетерпение часто проявляем тогда, когда что-то идет не так, как мы планировали, да? Давай прочитаем. «Иначе тщетна его вера и надежда, ибо никто не приемлем пред Богом, кроме кротких и смиренных сердцем. И если человек кроток и смирен сердцем и признает силой Духа Святого, что Иисус есть Христос, то должно быть у него милосердие. Ибо если у него нет милосердия, он ничто. А потому должно быть у него милосердие». Давай, 45. У меня не открыт. Давай, дальше. «Милосердие долготерпит, исполнено доброты, и не завидует, и не превозносится, не ищет своего, не раздражается легко, не мыслит зла и не радуется беззаконию, но радуется истине, все переносит, всему верит, на все надеется, все претерпевает». Вот. И как бы ключевым 45 стих является, да, милосердие, оно долготерпеливо. Угу. В этом и есть, да, суть терпения. Милосердие не раздражается легко. Угу. Это еще одна сторона, да, этого качества. Так же, как милосердие все покрывает. Угу. И, наконец, милосердие все переносит. Это уж точно проявление терпения. Да. И вот эти все качества, они являются очень важными для того, чтобы... Если мы хотим считаться духовными людьми, нам очень важно эти качества в себе развивать, да? Да, и мы знаем, вот мы прошли с тобой милосердие или чистейшую любовь Христову, и в Священном Писании говорится, что это дар. Да, и получается, что без милосердия невозможно терпение, а милосердие невозможно без того, чтобы этот дар получить от Бога. То есть здесь дальше в Мароне говорит, что молитесь Богу со всем силой вашей души, чтобы получить вам эту любовь, чтобы преисполниться вам этой любви. И мне кажется, что многие из нас не молятся и не просят у Бога милосердия, не просят у Бога этой любви.
и поэтому мы не получаем этот дар. Потому что Да. он получается именно таким образом, да, то есть ты молишься о том, чтобы Бог тебе его дал, и дальше Он тебя помещает в такие обстоятельства, где ты сможешь его развивать, и Он поможет тебе его Вот. развивать. Я сейчас как раз-таки об этом и думаю, когда мы просим у Бога о том, чтобы Он помог нам, например, развить качество терпения, да, если об этом говорить, мы должны быть готовыми к тому, что оно развивается как раз-таки на практике, не в теории. Хотя, да, вот обычная черта человека, то, что нам естественным образом свойственно, это как бы называется человек плотский. И если мы стремимся к тому, чтобы развить в себе вот такую добродетель божественный добродетель терпения, возникает вопрос, который на самом деле, наверное, самый важный в нашей дискуссии с тобой сегодня: как нам перейти от поведения плотского человека к поведению нашего терпеливого, совершенного примера Иисуса Христа. Смотрите в следующей серии. Нет, мне кажется, что это было бы жестоко сделать так, потому что это довольно-таки сложный вопрос. Но у нас есть 4 пункта, которыми мы могли бы с вами поделиться вкратце, потому что мы уже довольно долго эту тему раскрываем. Что же мы могли бы делать, да? И эти пункты, они взяты из выступления «Сила терпения» Роберт Оукс. Первое, что мы могли бы делать, это, в принципе, понимать, что значит быть терпеливым, изучать об этом, читать об этом в священных писаниях и просто осознавать, ну вот терпеливый человек — это вот такой человек, как Иов, такой человек, как Христос, да? Ну, это, кстати, очень важная вещь, потому что священные писания полны хороших примеров помимо Иисуса Христа, потому что Христос, Он самый лучший пример проявления терпения, но мне очень важно, кажется, что мы смотрим на пример наших пророков, которые писали Священное Писание. Мы понимаем, во-первых, что они не идеальные люди, о том, что они подвержены тем же самым чувствам и качествам падшего плотского человека, как и мы. Да? Это не значит, что мы рождаемся сюда грешными, да, но вот грех, он приходит в нашу жизнь через неправильные поступки. И пророки проходят через тот же самый путь, что и мы. И мы можем смотреть, что они делали для того, чтобы преодолевать вот этого вот плотского человека, как преодолевать вот эти сложности, с которыми они сталкиваются, и как развивать в себе терпение, как развивать в себе любовь, милосердие, да, и другие качества, о которых мы говорили. И мне кажется, что Священное Писание — это самое лучшее место, где можно учиться этим качествам. Да. Потому что это люди божественные, стремящиеся к Богу, и мы точно знаем, что они были признаны Богом. Да. Пророки. То есть мы можем просто в поисковой системе конкретное действие, да, чтобы мы озвучили, чтобы это было практично и применимо, ввести слово терпение и перечитать все, что предложит нам topical guide, или как его могут назвать, Но тематический. ты имеешь в виду, наверное... И обдумать примеры терпения. Ты, наверное, имеешь в виду открыть Библию, допустим, или другие священные писания, книгу Мормона. И на обратной стороне книги Мормона в конце есть алфавитный указатель по темам, да? И там ссылки на священные писания по этой теме, что очень удобно. И в Библии то же самое, по крайней мере, в английской есть, в синодальном переводе, не знаю, но там есть поиск. Ты можешь в поиске вбить слово, которое тебя интересует, и, скорее всего, он тебе тоже выдаст священные писания, которые тебе интересны. Да. Второй момент, связанный с тем, что нам очень важно себя проанализировать и оценить, насколько мы вообще терпеливы. И иногда это бывает сложно сделать самостоятельно. Можно так подойти и спросить у близкого человека, который часто бывает рядом с вами, делает многое с вами, насколько я терпелив. Особенно после вспышки гнева очередной. Вот. И это тоже очень важно понимать, чтобы понять, над чем нам стоит работать, в каких моментах нам вот следовало бы попытаться быть чуть терпеливее, да? То есть это второй момент. И, кстати, я вот хотел бы добавить сюда очень хороший пример этого. Это ты знаешь о своих слабостях. Ты знаешь о том, что у тебя взрывной характер.
да, ну, я не про тебя конкретно говорю, но каждый человек, он знает, в какие моменты у него кончается терпение, и он начинает крушить все вокруг. Каждый человек знает, да. И мне очень понравилось, как Гордон Би Хинкли, один из пророков церкви, он говорил, что когда у меня возникает такое чувство, я понимаю, что сейчас я взорвусь, я просто ухожу погулять. И это очень хороший способ, на самом деле, остудить свой нрав, свой пыл, свою вот эту взрывную натуру, просто пойти погулять Да, в я лес. помню шутку, продолжающую это, что и я могу сказать, что я очень много дышал свежим воздухом в своей жизни. Да, это хороший пример. Да. Вот. Третий пункт. Давай. Он связан как раз-таки с тем, что мы уже немножко говорили. Важно выделять в своем окружении, или же, может быть, даже вот фильм мы смотрим, или Священное Писание, которое мы упоминали, людей, которые проявляли терпение. То есть если, например, мы говорим о воспитании, если в вашем окружении есть матери или отцы, которые, кажется, что ведут себя очень терпеливо со своими детьми, вы можете просто присматриваться к ним. И когда вдруг вы видите, ну вот ситуация такая же, как у меня, в этой ситуации я бы вот точно сейчас уже вышел из равновесия. А этот человек находит способ не выйти из равновесия. И если немножечко сосредоточить свое внимание, что именно он делает, и попытаться подражать этому человеку, то это может сработать и помочь вам в конкретных ситуациях уже иметь план. Ага, так, я наметил себе в этой ситуации, когда, например, мы собираемся на прогулку, мы уже опаздываем, или, например, в школу, и ребенок не может одеться, вот можно сделать так. Вот. И не винить ребенка в том, что он медлителен, и не раздражаться, и не портить никому настроение. Вот. Просто опоздать. Или просто понять, что сам виноват, что ты не начал за час. Я бы хотел немного добавить сюда. Мне кажется, что само по себе просто подражание другим людям, fake it till you make it, да, в английском языке, подражай, пока у тебя самого не получится это делать. Мне кажется, вот в терпении не совсем это будет работать, если ты не хочешь изменить свою сущность. Потому что вот я тебе рассказывал, смотрел фильм «Список Шиндлера», да, про концентрационный лагерь, и там был надзиратель, не надзиратель, а управляющий вот этим лагерем, да, и он ужасный был человек. То есть он людей просто брал с винтовки снайперской и расстреливал с своего балкона, потому что они там присели отдохнуть, потому что устали, они там работали. Просто кто-то сел, то есть у него раздражительность была, знаешь, такая вот, его пальцем вот так вот тронь, и он сразу тебя убьет. То есть вот вообще никакого терпения у этого человека вообще не было. То есть и он чувствовал вот эту власть и силу над жизнями людей, и он вот так вот просто убивал направо-налево. Ужасный человек. И вот этот Шиндлер, который пытался людей спасти, наоборот, но при этом, будучи немцем, это делал тайно, да, чтобы никто не понял. Он, узнав вот об этом качестве этого человека, пришел ему и сказал: ты знаешь, что один царь, один король, да, его считают очень благородным, потому что когда у него была возможность человека казнить, он его помиловал. Только у короля, там, только у президента там есть власть помиловать людей. И его все уважают и почитают, потому что он использует свою власть именно таким образом, милуя людей, да, давая им возможность там исправиться и так далее. То есть он как бы благородную вот эту вот черту, да, ему пытался посадить где-то в сердце. Но он попытался буквально пару раз. А потом его вот эта основная... То есть он попытался скопировать вот это поведение благородного человека, но у него не получилось. Буквально 1-2 раза попытался, и он опять начал людей направо-налево убивать. И вот про то, что если ты просто хочешь терпение развивать 1-2 раза, копируя других людей, ничего не получится просто само по себе. Мне кажется, что вот это все в соединении, вкупе работает. Да. Что ты должен быть готов изменить свою сущность. Ты должен смирить себя и сказать, что я слаб, признаться самому себе, что я слаб, я не могу себя контролировать в какой-то момент.
И потом начинать вот это делать, то, что мы говорим. Вот это смирение, это очень важный шаг к тому, чтобы начать работать над своим терпением. Без этого вообще никак не получится. Да, из этого как раз-таки вытекает 4-й и последний пункт, который мы можем вам предложить сегодня. Он как раз-таки связан с тем, чтобы каждый день вновь принимать решение стать более терпеливым. То есть каждый день. И обязательно поддерживать участие выбранного нами человека, члена семьи в своем проекте терпения. То есть важно, в принципе, друг друга поддерживать в этой терпении, потому что иногда мы знаем, вот сейчас папа взорвется. И вот эта Убегайте! И вот эта ситуация, либо нужно чуть-чуть юмора добавить, либо, видя, что котелок закипает, папа, иди погуляй. Можно что-то предпринять, либо взять удар на себя какой-то, либо просто сказать, я беру это на себя, все, как-то помочь человеку, потому что иногда, мы знаем слабые места друг друга, на то мы и даны друг другу, что мы можем выручать. Это, кстати, вот очень хороший принцип. Мы говорили читали «Семья. Воззвание к миру», говорили, что семья — это главная ячейка общества, что в семье мы учимся самым важным вещам не в школе, да, не в университете. Я думал, вот высшее образование, придешь в университет, тебя научат, как себя вести, научат важным благородным моральным принципам. Но это же высшее заведение. Нет, все эти вещи, они в семье. Они в семье должны преподаваться родителями. И интересно, что семья — это место, где тебя любят больше всего и тебя ранят больше всего. Это вот тоже такой парадокс, да, что мы находимся в семье, и это место, где мы можем развивать самые важные качества, которые помогут нам идти по жизни, в том числе терпение, да. И мы как команда работаем вместе, сообща, дети с родителями, родители с детьми и друг с другом. И вот опускаются у кого-то из родителей руки, мы даем ему время отдохнуть, даем ему время зарядиться. Потом он зарядился, второго руки опускаются. И вот так мы друг друга и поддерживаем. Это так здорово на самом деле. Но это не значит, что если вот у человека нет семьи, он не может найти себе возможность для вот этой вот регенерации, если так можно назвать, для этого лечения духа и эмоций. У нас у всех есть семья, у нас есть родители, у нас есть братья и сестры. Да, мне кажется, у нас поэтому... есть друзья, соседи. Всегда есть кто-то, кто может тебя поддержать, кто может тебе помочь. Нужно таких людей искать в своей жизни. Мне кажется, они дороже золота. Да, ты перечислил многих, но мне кажется, понимая вот эту часть нашей природы, Христос, Он учредил церковь. Да. Потому что даже, к сожалению, люди иногда, находясь в семье, фактически в статусе человека, который никогда не должен был быть один, могут быть очень одиноки. Да. И это важно понимать и поддерживать даже тех, кто на первый взгляд суперсильный и имеет кучу контактов, кучу друзей и семью. Поэтому, мне кажется, важно заботиться о всех, но церковь, о сильных. она не заменяет семью. То есть тоже важно понимать, что церковь, она существует, чтобы семью поддерживать, чтобы семье давать ресурсы, необходимые для того, чтобы быть помощью и опорой, да, то есть и мы можем учиться очень важным вещам. Но действительно, когда мы приходим в церковь, это как такая большая extended family, да, называют семья, вторая семья, что ли, да, семья приходская, которая помогает тебе все эти качества также развивать. И очень важно. Но тут тоже понимать нужно, что церковь-то люди несовершенные, да, что они также могут тебя обидеть, как и в обычной семье. Они также могут тебя предать, к сожалению. И также ты можешь быть ранен кем-то, осознанно или неосознанно. И так же, как в семье, мы готовы прощать друг другу вот эти обиды и стараться быть лучше. Также и в церковной семье мы можем стараться развивать в себе терпение, чтобы прощать людей.
Да. Есть слова, которые однажды Петр спросил у Христа, сколько раз ему прощать своего брата. И Христос, помнишь, что ответил? Да. До 70 раз. Петр думал 7 раз можно простить. То есть, есть предел терпению, скажем так. Вот. В нашем понимании, да? Да. А Христос ему сказал, что вот это на самом деле практически бесконечный процесс, и тебе стоит прощать до 77, то есть это очень. До 70. Да. Я даже не знаю, сколько это. Очень До много. 70 раз. То есть он сутрировал, на самом деле, отвечая, что... 70 в 7 степени. Да, это очень-очень много раз. И это относится и к нам же, потому что если мы бываем требовательны к самим себе, то нам важно понимать, что надо и себя прощать. Себя прощать. Да, ты хорошо заговорила про прощение, потому что это связано с терпением очень сильно. Да. Вот, потому что как только мы осознаем, что терпение в нас ограничено, да, то есть очень часто от родителей можно услышать: не проверяй мое терпение. Не испытывай. Не испытывай мое терпение. Мое терпение не безгранично. Да, вот такие фразы. Мы знаем, что можем давать скидку и другим людям. Их терпение тоже не безгранично. И, может быть, нам стоит давать им больше возможностей совершать какие-то ошибки и прощать их в этих ошибках, потому что мы сами несовершенны. Вот мне очень понравилась такая наклейка на машину: «Не судите меня за то, что я грешу не так, как вы». Мы все грешим по-разному. Действительно, у кого-то терпения больше, у кого-то меньше, но мы все находимся вот на этом пути развития, да, когда мы пытаемся развить в себе вот эти качества. И у кого-то получается лучше, у кого-то хуже. Качеств много, терпения мало. Да, но представьте, насколько был бы мир прекрасен, если бы терпеливых людей было бы больше, и как важно было бы нам друг другу помогать в развитии этого качества. Может быть, это видео или какие-то отрывки из этого видео помогут вам и нам, и всем вместе представлять более такое терпеливое общество, где есть место прощению, где есть место терпимости, где есть место вере в друг друга. Но будем же терпеливы. Да, будем терпеливы, будем стремиться к тому, чтобы прощать друг друга. И давайте также стремиться развивать другие качества, о которых мы уже говорили. Будем терпеливы друг к другу, терпеливы к себе. И да, до следующей встречи. Да, до следующей встречи. Пока-пока.